Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это четвертая заключительная часть видео мастер-класса по вязанию куроми. Вяжем капюшон с ушками. Начнем с ушек. Берем плюшевую пряжу в цвет капюшона, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида. Далее вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем в одну петлю 2 столбика без накида, то есть вяжем одну прибавку. Провязали, вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд по счету третий. В этом ряду мы провяжем 2 прибавки подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И в конце ряда мы провяжем воздушную петлю и развернем вязание. Следующий ряд по счету четвертый. В начале этого ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. И в конце ряда вяжем еще одну прибавку. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 6. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд пятый. Этот ряд мы вяжем без изменения 6 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд шестой. В начале ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В конце ряда вяжем одну прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 8. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд седьмой. Этот ряд мы вяжем без изменения 8 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем 8 ряд. В начале ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 2, 6. В конце ряда вяжем одну прибавку. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 10. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд девятый. Этот ряд мы вяжем без изменения 10 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд десятый. В начале этого ряда вяжем убавку. Здесь убавки мы вяжем за обе стеночки петель. То есть завели в первую петлю крючок, протянули рабочую нить. Завели крючок во вторую петлю, протянули рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. В конце ряда вяжем такую же убавку, и итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 11. В начале этого ряда также вяжем одну убавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. В конце ряда вяжем одну убавку. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В этом ряду у нас должно получиться 6 петель, итоговое количество. Следующий ряд 12, последний. В начале этого ряда мы также вяжем одну убавку. Далее вяжем 2 столбика без накида и последнюю убавку.
Провязали. В последнем ряду итоговое количество петель у нас должно получиться 4. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Я этого делать не буду, так как это вторая часть. Да, кстати, я не сказала, что каждое ушко будет состоять из 2 частей. Вот я связала первую часть, рабочую нить я здесь отрезала, а рабочую нить второй части мы не отрезаем, а продолжим вязание, соединим 2 части вместе столбиками без накида и прибавками. Хвостики пряжи я протянула на внутренней стороне между столбиками, чтобы они не мешались. И да, обратите внимание, приложить эти 2 части друг к дружке нужно так, чтобы узоры окантовки совпадали. То есть вот она часть одна, да, и узор вот этого вот края, он отличается от узора с этого края. И нам нужно приложить так, чтобы вот эти вот 2 одинаковых узора, они были друг над другом. Так будет легче потом провязывать эти части вместе. Итак, на второй части мы провязываем воздушную петлю, берем первую часть, прикладываем внутренними сторонами друг к дружке. И теперь здесь мы поможем крючком меньшего размера вот в этот уголочек в одной части и второй части в том же уголочке заведем крючок и подхватим вот эту вот воздушную петлю. Нам ее нужно протянуть сквозь эти уголочки. Протянули, возвращаемся к крючку основному и вяжем соединительную петлю. И теперь в эти же уголочки провяжем первый столбик без накида. Провязали. Далее вяжем второй столбик без накида. И при этом мы рабочую нить сильно не натягиваем, чтобы ушки не стянулись. Итак, второй столбик без накида. Далее вяжем третий столбик без накида. И далее вяжем одну прибавку. Делаем это для того, чтобы вот в этом вот месте, там где мы вяжем прибавку, образовался уголочек. Далее до вот этих уголков вяжем 7 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй и вяжем 7 столбик без накида. А вот в эти уголочки мы провяжем прибавку, чтобы также здесь был у нас уголочек. Так, провязали первый столбик без накида и туда же провяжем второй столбик без накида. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7. Далее вяжем одну прибавку. Провязали и вяжем 3 последних столбика без накида. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем вовнутрь ушка. Вот эти вот 2 ряда у нас остаются не провязаны, так же как на хвостике. Одно ушко готово, второе ушко вяжем точно так же и переходим к вязанию капюшона. Берем плюшевую пряжу в цвет капюшона, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1,
2 и 7. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 7 прибавок подряд. Провяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали, новый ряд можно отметить маркером. Следующий ряд, третий. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так провяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 21. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд, четвертый. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. Так провяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 28. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд, пятый. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3 плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 35. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд, шестой. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 3, 4 плюс 1 прибавка. Так провяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 42. Провязали, следующий ряд, седьмой. И в этом ряду вяжем такую комбинацию: 6 столбиков без накида, 3, 4, 5, 6. Далее вяжем 1 прибавку. И так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 48. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 48 столбиков без накида. С 8 ряда по 12 включительно. Итак, провязали 5 рядов без изменения. В каждом ряду по 48 столбиков без накида. С 8 ряда по 12 включительно. И надеваем наше вязание на игрушку. Отмечаем маркерами петли ввязывания ушек. Следующий ряд по счету 13, и в этом ряду будем ввязывать ушки. Для ушек нам понадобится 6 петель. 4 петли от этих вот двух рядов и по одной петли с каждого края от провязывания двух частей вместе. Вот эти вот у нас петелечки образовались, их мы тоже будем засчитывать и провязывать как полноценные петли. И между ушками должно быть расстояние 5 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5. И обратите внимание, маркер, как я надела вязание на голову игрушки, так что маркер оказался вот здесь вот сбоку, рядом с ручкой, а не посерединочке. Почему? Потому что после 13 ряда, после того, как мы вяжем ушки, начнем отсюда, дойдем до маркеров, вяжем одно ушко, провяжем 5 столбиков без накида, вяжем второе ушко, провяжем до конца ряда столбики без накида, и следующий 14 ряд мы уже будем вязать поворотными рядами с воздушными петлями подъема. И вот в этом месте мы будем не довязывать 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот это вот расстояние останется у нас не провязано, для того, чтобы наш капюшончик уже вот в этом месте начал уходить вот в эту сторону. Вот поэтому маркер у нас должен расположиться
вот таким вот образом, вот здесь. Вот этот маркер, это я для себя делала пометку, чтобы не потерять 7 ряд, там, где мы вязали 6 столбиков без накида плюс одну прибавку. Итак, снимаем вязание с головы игрушки, берем наш основной крючок и до маркера ушек мне надо будет провязать 19 столбиков без накида. 1, 2, 3, 19. Этот маркер можно снять. Берем одно ушко, прикладываем к капюшону так, чтобы лицевая сторона ушка смотрела наверх. Вот это у нас задняя сторона и задняя часть капюшона. Итак, прикладываем правильно ушко к капюшону и провяжем. Сначала подхватываем петлю на капюшоне и провязываем это все вместе первым столбиком без накида. Далее подхватываем 2 петли на ушке. Подхватили 2 петли на ушке, петлю на капюшоне, протягиваем сквозь все это рабочую нить и провяжем второй столбик без накида. Далее также подхватываем 2 петли на ушке, петлю на капюшоне, провязываем третий столбик без накида. Опять повторяем, подхватываем 2 петли на ушке, петлю на голове игрушки, провязываем 4 столбик без накида. Далее подхватываем петли на ушке, петлю на капюшоне, провязываем это все вместе, вяжем 5 столбик без накида. И теперь подхватываем крайнюю петелечку, петлю соединения двух частей ушек. Здесь мы маркер снимаем. Подхватываем петлю на ушке, протягиваем сквозь все петли рабочую нить и провязываем 6 столбик без накида. Все, одно ушко у нас полностью вязано. Далее вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Маркер снимаем. Берем второе ушко. Также прикладываем, чтобы лицевая сторона ушка смотрела наверх. Подхватываем крайнюю петлю на ушке, петля соединения двух частей ушек, петлю на капюшоне, протягиваем сквозь все петли рабочую нить, вяжем первый столбик без накида. И далее все повторяем, как вязали на первом ушке. Итак, 2 ушка ввязано, до конца ряда провяжу еще 12 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду не менялось, оно осталось такое же, 48. Провязали, дошли до конца ряда. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующие 6 рядов мы будем вязать поворотными рядами с петлями воздушными, с петлями подъема. И будем так вязать по 40 столбиков без накида, не довязывая до маркера 8 столбиков. Итак, провязала я 40 столбиков без накида, 8 столбиков до вот этого маркера я не вяжу, а вяжу воздушную петлю, разворачиваю вязание. И еще нужно будет провязать 5 рядов поворотных, в каждом ряду по 40 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем
воздушную петлю разворачиваем вязание. Итак, провязали мы с вами 6 поворотных рядов с 14 ряда по 19 включительно. Следующий ряд 20, и его мы будем вязать вот по этому краю. И постараемся провязать так. Провязать вот в этом месте 6 столбиков без накида. Здесь мы вяжем 8 столбиков без накида. И с этого края тоже мы постараемся вывязать 6 столбиков без накида. И итоговое количество петель всего у нас здесь должно получиться 20. Итак, здесь мы в конце ряда воздушную петлю не вяжем, а сразу начинаем вязать первый столбик без накида и вяжем его туда, куда провязали 40 столбик без накида 19 ряда. Итак, провязали первый столбик без накида, далее второй и 6 столбик без накида. Далее вяжем 8 столбиков без накида в те 8 петель, которые мы не провязывали до этого. 3, 4, 8. И теперь с этой стороны тоже вывяжем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. И вот здесь вот на кончике подхватим крайнюю петелечку, сквозь нее мы тоже протянем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем это все вместе, чтобы аккуратненько завершить это вязание. Но здесь вязание у нас не завершится. Далее мы провяжем с вами 11 воздушных петель. Итак, вяжем 1, 2, 3, 10, и 11 петля это будет петля подъема. Провязали, и вот видите, здесь у нас все аккуратненько получилось. Если бы мы не подхватили, не протянули сквозь крайнюю петлю рабочую нить, то она бы выпирала. А так получается все хорошенечко сглажено. Итак, теперь мы будем в обратную сторону по цепочке и по вот этим 20 петлям будем вывязывать воротничок. Итак, следующий ряд по счету у нас 21. Начинаем со второй петли от крючка по цепочке. Сначала у нас будет вязание. И в 21 ряду мы вяжем такую комбинацию. 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Далее вяжем одну прибавку. И так повторим до конца ряда. Конец ряда у нас будет вот в этом месте. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Так я заканчиваю вязание по цепочке прибавкой и перехожу и продолжаю вязать ту же комбинацию 4 столбика без накида плюс 1 прибавка уже по основному полотну вязания. Провязали, в конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 22, и в этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5 плюс 1 прибавка. И так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 42. Провязали, в
конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 23. В этом ряду вяжем так: 6 столбиков без накида, 2 и 6 столбик без накида. Далее вяжем одну прибавку и повторяем такую комбинацию до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 48. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее вывяжем 6 уголочков по краю воротничка и начнем вот с этого края. Первый уголочек можно было, конечно, вывязать с этого края, не отрезая рабочей нити, но тогда узор бы получился изнаночным. И поэтому мы будем начинать вывязывать все уголочки вот с этого вот края, чтобы узор получился лицевым. Итак, присоединяем рабочую нить соединительной петлей. Все хвостики при вывязывании уголочков оставить желательно подлиннее, тогда их будет легче прятать. Итак, заводим крючок в первую петлю и фиксируем рабочую нить соединительной петлей. Далее вяжем убавку за обе стеночки петель. Заводим крючок в ту же первую петлю, протягиваем рабочую нить, заводим крючок во вторую петлю, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Здесь также мы вяжем одну убавку за обе стеночки петель. Далее вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем одну убавку за обе стеночки петель. Далее вяжем 2 столбика без накида, 1, 2 и еще одну убавку за обе стеночки петель. Далее вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Здесь мы вяжем 2 убавки подряд. Первая убавка, вторая убавка, воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем последнюю убавку. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя здесь на уголочке хвостик можно оставить покороче. Его я потом покажу, как прятать все. Итак, один уголочек вывязали, и все остальные, вывязать нужно еще 5 таких уголочков, все остальные уголочки вывязываем точно так же, то есть берем рабочую нить, начальный хвостик оставляем подлиннее, чтобы его потом было удобнее прятать, заводим крючок в следующую петелечку, следующую от этого уголочка, присоединяем рабочую нить соединительной петлей, в ту же петлю заводим крючок, протягиваем рабочую нить, в следующую петлю заводим крючок, протягиваем рабочую нить, вяжем убавку, далее вяжем 4 столбика без накида, вяжем одну убавку, воздушная петля и разворачиваем вязание. И все повторяем все так же, как вязали первый уголочек. Итак, все уголочки по краю воротничка вывязаны. Сейчас я покажу, как я прятала хвостики пряжи. Те хвостики, которые подлиннее, я протягивала с внутренней стороны сквозь столбики, поднимала повыше их. Далее снимала плюш, нить расслаивала на равные части, одну часть протягивала за стеночку петли столбика
И завязывала это все на пару-тройку узелочков. И лишнее отрезаем. Вот эти вот на уголочках хвостики я сразу сняла плюш, разделила на две равные части и одну часть здесь тоже протянула сквозь стеночку петли, завязала на пару-тройку узелочков и также здесь лишнее отрезала, и вот эти вот коротенькие хвостики, они потом спрячутся под помпончиками. Далее вывяжем точно такой же треугольничек в верхней части капюшона. Я для себя уже отмерила 8 петель, нам понадобится для этого дела. И чтобы легче отмерить серединные 8 петель, отсчитаем так. Вот этот ряд мы вязали 40 петель. И от 8 петель по обе стороны с каждой стороны должно остаться по 16 петель. Здесь 16 петель плюс 8 петель для треугольничка, для уголочка, и плюс 16 петель с этой стороны, и всего 40 петель. Зафиксировали рабочую нить соединительной петлей в первую петлю из 8, в ту же петлю заводим крючок, протягиваем рабочую нить, заводим крючок в следующую петлю, вяжем убавку и вяжем все точно так же, как мы вязали до этого, 6 уголочков на воротничке. Уголочек верхней части капюшона вывязан, хвостики пряжи здесь я просто спрятала, протянув их сквозь столбики по внутренней стороне капюшона. Итак, надеваем капюшон на голову игрушки и фиксируем капюшон на голове игрушки швейной иглой, швейной нитью. У меня, правда, нить не совсем тон-тон, но я ее утоплю хорошо в вязании, ее будет не видно. Начнем пришивание вот с этого места, вот так вот по кругу, несколькими стежками. Все это зафиксируем и спустимся вот к этой части. И здесь мы хорошенечко прошьем, соединив эти части. Я все это дело сделаю за кадром, а вам сейчас просто расскажу, по какому принципу пришивать. По такому же принципу, как пришивали капюшон Чебурашки. То есть, заводя иглу вот в этом месте, вот от края, вот в этом месте. Начнем здесь, но просто показываю я вам вот в этом месте, потому что там будет неудобно вам показывать. Итак, заводим иглу здесь и захватываем с внутренней стороны на голове игрушки 2-3 столбика. Выводим иглу, а на капюшоне мы захватываем 1 столбик. Далее опять с внутренней стороны на голове игрушки мы захватываем 2-3 столбика. На капюшоне мы захватываем 1 столбик. И вот таким вот образом, таким методом полностью по кругу, по контуру фиксируем капюшон на голове игрушки. Спускаемся сюда, как я уже говорила, и соединяем вот эти вот части. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, наша с вами девочка-кролик по имени Куроми полностью готова. За кадром я приклеила помпончики горячим клеем, из фетра вырезала силуэт черепа диаметром 3 сантиметра и очень надеюсь, что у вас тоже все получилось. Буду с нетерпением ждать фото ваших работ, которые вы можете мне присылать сюда на электронную почту, либо же в инстаграме ставить вот этот вот хэштег, или же делиться своими работами у меня в телеграм-канале. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем пока-пока!